Привет, друзья, это Макс, и я приехал в свой домик, да, вот это мой домик, он находится рядом с Санкт-Петербургом. Мы называем это в пригороде. У меня есть дом в пригороде, да, то есть при городе, рядом с городом. Иногда приставка «при» означает «рядом». Вот, и я сюда приехал. Сегодня солнечный день, впервые сегодня солнечный день. Это очень-очень круто. И везде, посмотрите, снег, это снег, и снег тает. Очень много воды, видите, все мокрое, везде вода. Вот, и здесь, на этом участке, это участок, да, вот можете посмотреть. Да, это все участок, мой участок. И на этом участке находятся 3 дома, да, 3 дома. Вот это большой и красивый дом, это дом моего брата, он живет здесь. Вот этот дом еще без отделки. Это дом, где живут мои бабушка с дедушкой. Вот, это просто старый дом. Мы называем такой дом времянка, потому что это дом для временного проживания, да, потому что в этом доме нет печки, то есть можно жить только летом, но он уже довольно старый. Вот, а вот и моя бабушка, кстати, привет, Люся! Вот, и вот, конечно, вот он мой дом, это пристройка, а сам дом, ну, его отсюда не видно. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Так, оп, мы проходим. Вот он выглядит вот так. Это тоже старый дом, и я постепенно его ремонтирую, да, вот я пристроил к нему вот такую пристройку, да, вот ее, давайте я отойду подальше, чтобы ее было видно, да, вот она, эта пристройка, вот она, вот эта часть, это пристройка к основному дому, вот, и постепенно я делаю там ремонт, да. Вот, кстати, снег, да, сколько сейчас снега, можете посмотреть. Вот, это все снег. Но сейчас на улице плюс 5 градусов, плюс 5. Это довольно тепло. Но давайте зайдем в дом. Вот мы сейчас входим в дом. Дом очень маленький. Я сделал его чуть-чуть побольше, но он все равно достаточно маленький. Это вот прихожая, да, здесь находится холодильник, здесь шкаф такой для вещей, да, вот это вешалка, это вешалки, это небольшой шкаф, вот здесь есть какие-то, вот пластиковый таз, да, это таз. Здесь также есть банки, вот пустые банки, это банка, вот банки. И здесь есть, здесь есть домашние заготовки. Да, это очень интересная вещь, потому что в России зимой мало продуктов, правда. Конечно, из Китая и из других стран много продуктов импортируется, но в самой России продуктов зимой мало, а раньше их не было. Поэтому люди делают вот такие вот вещи. Это, например, баклажаны. Да, это баклажаны с какими-то овощами. Да, это консервы, консервированные овощи. Вот, либо, например, здесь еще есть, вот что это лечо, мы называем это лечо. И лечо это помидоры, чеснок, может быть, перец и так далее, вот в таком виде, видите, она стоит здесь уже больше года, и я думаю, что все еще это можно есть, но я, наверное, не буду.
Вот, окей. Что есть в самом доме? Давайте посмотрим. Вот он сам дом. Это основная и почти единственная комната. Вот, здесь есть, конечно, тоже шкаф. Здесь есть вот такая стенка, такой комплекс шкафов, да, шкафов, шкафов, наверное, мы называем стенка, да, стенка, где вот есть монитор, да, рабочее место, здесь можно работать. Вот, конечно, здесь есть печка, да, вот эта печка. Вот эта печка. И моя задача сейчас, потому что в доме холодно, я только что приехал, и никто не жил в этом доме, поэтому мне надо сейчас затопить печь, да, затопить печку. Вот она печка, но проблема в том, что на улице сейчас теплее, чем дома, чем в доме. То есть температура на улице, да, на улице, она выше, чем температура в доме. И если я сейчас затоплю печку, то весь дым может пойти сюда, а не в трубу. Да, вот эта труба, вот эта вот труба, она идет наверх. Поэтому сейчас я буду пытаться затопить печь. Здесь мало света. Я отодвинул диван. Это диван. Я его отодвинул, чтобы затопить печку. Это обратная сторона печки. И я хочу ее затопить отсюда. Потому что это поможет, это создаст тягу. Тяга — это когда что-то тянет, да, что-то тянется наверх. Например, в печке есть тяга. То есть, если я, например, сейчас подожгу эту газету. Так, у меня есть чем поджечь газету. Вот, зажигалочка. Так, если я зажгу эту газету, и если я поднесу ее сюда, то весь дым, смотрите, да, весь дым идет туда. Это тяга. И мне нужно прогреть трубу, прогреть печку. Тогда печка будет нормально функционировать, нормально работать. Вот этим я сейчас и займусь. Итак, теперь я надеюсь, что печка, что труба, да, и сама печка прогрелась. И сейчас мне нужно сейчас мне нужно растопить печь, да, растопить печь. Для этого сначала я беру газету, да, это газета. Я делаю такой комок, да, комок. Вот, и кладу его в печь. Затем я беру щепки. Вот это щепки, или еще мы называем их лучинами, да, лучины. Лучина. Вот, это лучина. Раньше такие лучины использовали вместо свечей. То есть их поджигали, да, она горела, и люди так жили, да, когда не было электричества. Люди использовали, видите, она все еще горит. Люди использовали лучины, поэтому в русской литературе вы можете встретить это слово лучина, да. Итак, сейчас я положу эти лучины в печь, и мне еще будут нужны дрова, да. Вот это дрова. Вот это дрова. Ох, вот у меня здесь есть большие, да, это все дрова. Это дерево для печки, чтобы было тепло.
Ладно, сейчас попробуем зажечь. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Да, друзья, вы можете увидеть, идет дым, да, это идет дым. И это происходит потому, что в доме очень холодно и печка еще не прогрелась, поэтому дым... О, хе-хей, все, дым закончился. Иногда, когда я долго не был в доме, долго не бывал в доме, и я топил печь первый раз, то весь дом был в дыму. Весь дом был в дыму. Но сейчас все нормально, и печка в порядке, огонь горит. Мне удалось затопить печь. Вау. И сейчас печка прогревается. Поэтому мне нужно немного подождать. Кстати, друзья, напишите мне, вы живете в городе или в деревне? И если в деревне или где-то в пригороде, то есть ли у вас печка? Ну, а мне пора убираться, да, мне нужно сделать уборку. Видите, здесь много грязи, поэтому мне надо убраться. И затем я буду здесь в ближайшее время снимать видео. То есть вы будете знать, откуда к вам приходят видео. Они будут к вам приходить из этого дома. Всего вам хорошего, друзья, и до встречи в следующем ролике. Пока-пока.